В большом городе, где улицы гудели от бесконечного потока машин, а небоскребы отражали закатное солнце, жил человек по имени Амир. Его танец был поэзией тела, каждое движение — откровением. Тысячи зрителей замирали, когда он выходил на сцену, а критики называли его гением современного балета. «Танец — это безмолвный крик души», — часто говорил Амир журналистам. «Когда я двигаюсь, я чувствую себя свободным от оков реальности». Но в один роковой вечер судьба решила показать свое истинное лицо. Во время сложного прыжка Амир неудачно приземлился, и хруст в колене прозвучал как финальный аккорд его карьеры. «Травма слишком серьезная», — сказал врач, глядя на рентгеновский снимок. «Мне жаль, но профессионально танцевать вы больше не сможете». Амир сидел неподвижно, лишь пальцы его дрожали. «Вы не понимаете», — наконец произнес он. «Танец — это все, что у меня есть». «Теперь вам придется найти что-то еще», — ответил врач, и в его голосе было больше усталости, чем сочувствия. Спустя месяц Амир бродил по городскому парку, пытаясь осмыслить случившееся. Осенний ветер трепал его волосы, а в голове звучала мысль. Истинная трагедия жизни не в том, что мы теряем, а в том, что не можем принять потерю. У фонтана, где брызги воды сверкали в лучах заходящего солнца, он заметил красивую девушку. Она стояла неподвижно, сжимая в руках букет лилий, и ее лицо отражало борьбу, бушующую внутри. «С вами все в порядке?» — спросил Амир, подходя ближе. Девушка вздрогнула и повернулась к нему. Ее глаза, полные слез, казалось, смотрели сквозь него. «Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. «Я должна выйти замуж завтра», — тихо ответила она. «Но я не уверена, что это правильно». «Почему же?» — спросил Амир, удивляясь собственному любопытству в момент, когда его мир рухнул. «Я не люблю его. По крайней мере, не так, как должна любить жена». Она нервно теребила лепестки лилий. «Меня зовут Лила». «Амир», — представился он. «Почему же вы собираетесь выйти за него?» Лила горько усмехнулась. «Он хороший человек, успешный архитектор. Моя семья будет разочарована, если я сбегу. Да и куда мне бежать? К мечтам о том, чтобы стать художницей? Это ведь несерьезно, правда?» Амир посмотрел на свои руки танцора, которые теперь казались бесполезными. «Знаете», — медленно произнес он, «иногда мы должны принимать решения не только сердцем, но и разумом. Может быть, в браке вы найдете то, чего не ожидаете. Стабильность, уважение, возможность расти иначе». «Вы действительно так думаете?» В ее глазах мелькнула надежда. «Я думаю, что отношения — это холст, на котором мы рисуем свою жизнь. И иногда лучшие картины получаются из неожиданных сочетаний красок», — ответил Амир, удивляясь своим собственным словам. Лила внимательно смотрела на него. «Спасибо», — наконец сказала она. «Иногда нужен взгляд постороннего, чтобы прояснить собственные мысли». Она поправила платье и, перед тем, как уйти, добавила: «Надеюсь, что бы ни случилось в вашей жизни, вы найдете свой путь». Амир остался один у фонтана, глядя на воду, которая продолжала свой бесконечный танец. Годы спустя Лила сидела в своей просторной гостиной, окруженная стеклянными стенами, сквозь которые виднелся сад. В руках она держала кисть, а перед ней стоял незаконченный холст. За спиной послышались шаги. «Опять рисуешь?» Голос Нихала, ее мужа, звучал раздраженно. «У нас через час прием у Шармы, а ты все еще не готова». Лила вздохнула, откладывая кисть. «Я помню, Нихал.
Мне нужно всего 15 минут. Каждый раз одно и то же. Он покачал головой. Когда ты, наконец, поймешь, что твои каракули никому не нужны? Ты — жена успешного архитектора, а не какая-то богемная художница. Слова били как камни, но Лила научилась не показывать боли. В каждых отношениях есть две правды. Твоя и моя. Мудрость в том, чтобы увидеть третью, нашу общую, — тихо произнесла она. «Что?» — Нихал нахмурился. «Опять эти твои философские цитаты. Просто будь готова вовремя». Он вышел из комнаты, оставив Лилу наедине с холстом. Она посмотрела на свою незаконченную работу — пейзаж с фонтаном в парке, который она рисовала по памяти, сама не зная почему. В это же время в другой части города Амир сидел на полу в своей мастерской, разглядывая пустой холст. Его сын, 6-летний Рави, играл рядом с кубиками. «Папа, почему ты ничего не рисуешь?» — спросил мальчик, поднимая глаза. Амир улыбнулся, но его улыбка не достигла глаз. «Иногда трудно найти, что именно хочешь изобразить», — ответил он. «А что бы хотела нарисовать мама?» — невинно спросил Рави. Амир почувствовал, как сжимается сердце. Сона, его жена, была занята подготовкой новой коллекции и редко бывала дома. Их отношения давно превратились в формальность. «Твоя мама, она рисует одежду, которую носят люди», — ответил Амир. «Она создает красоту по-своему». «А ты? Ты тоже создаешь красоту?» Амир посмотрел на свои руки, которые когда-то рассказывали истории через танец. «Я пытаюсь, сынок. Искусство — это попытка найти свет во тьме наших душ. А любовь — это когда кто-то держит фонарь, пока ты ищешь». Рави посмотрел на отца непонимающим взглядом и вернулся к своим кубикам. А Амир продолжил смотреть на пустой холст, представляя, какие истории он мог бы рассказать, если бы только знал как. Благотворительная выставка в Центре современного искусства собрала элиту города. Лила пришла туда после очередной ссоры с Нихалом, который в последний момент отказался ее сопровождать. Эти претенциозные художники только и делают, что тратят время впустую, бросил он, прежде чем уйти навстречу с клиентом. Лила медленно шла между картинами, когда услышала голос, комментирующий технику одного из полотен. Обратите внимание на текстуру мазка. Художник словно пытается передать не столько образ, сколько ощущение. Она обернулась и увидела мужчину, который стоял, опираясь на трость. В его чертах было что-то знакомое, и когда их взгляды встретились, время словно остановилось. «Амир?» — неуверенно произнесла Лила. «Амир из парка у фонтана?» Он смотрел на нее с удивлением. «Лила? Невеста, которая не хотела выходить замуж?» Они стояли, не веря своим глазам, пока вокруг них продолжала бурлить жизнь галереи. «Что вы здесь делаете?» — спросила Лила. «Друг пригласил», — Амир указал на свою трость. «Решил, что мне пора выйти из своей раковины. А вы?» «Люблю искусство», — просто ответила она. «Всегда любила». Они нашли тихий уголок в кафе при галерее, и слова полились рекой, как будто они были старыми друзьями, а не случайными знакомыми, встретившимися однажды много лет назад. «Что случилось с вашей ногой?» — осторожно спросила Лила. Амир рассказал о травме, о том, как она оборвала его карьеру танцора, о попытках найти себя в живописи. «А вы?» — спросил он. «Как ваш брак?» Лила вздохнула, вертя чашку с чаем. «Нихал. Хороший человек, но мы разные. Он живет в мире цифр и признания, а я — в мире красок и тишины. В любви не должно быть страха быть собой.
Настоящая близость начинается там, где заканчиваются маски», — произнес Амир. Лила улыбнулась. «Красиво сказано. Ваша?» «Нет», — покачал головой Амир. «Прочитал когда-то и запомнил. Но часто думаю об этом, особенно...» Он запнулся. «Особенно?» «Когда возвращаюсь домой и понимаю, что в нем нет жизни», — тихо закончил он. «Сона — моя жена. Прекрасный дизайнер, но между нами давно выросла стена». Их разговор затянулся до закрытия галереи, и они договорились встретиться снова, чтобы обсудить искусство. Но оба знали, что дело не только в искусстве. Их встречи стали регулярными. Сначала они говорили об искусстве, книгах, выставках. Потом о своих семьях, о разочарованиях, о несбывшихся мечтах. «Почему ты продолжаешь рисовать, если Нихал не поддерживает тебя?» — спросил однажды Амир. Они уже перешли на «ты», и это казалось естественным. Лила взглянула на свой незаконченный эскиз. «Потому что, когда я рисую, я чувствую себя собой. Это единственное, что принадлежит только мне». «Мне нравятся твои работы», — искренне сказал Амир. «В них есть душа». «А почему ты не танцуешь для удовольствия?» — спросила Лила. «Даже с травмой можно найти способ двигаться». Амир покачал головой. «Это слишком больно. Физически и душевно. Я был на вершине, а теперь...» «Но ты права. Иногда мы должны потерять себя, чтобы найти новую дорогу. В каждой потере есть семя нового начала». Они сидели в парке, и осенние листья кружились вокруг них, словно в танце. Амир взял руку Лилы, и это прикосновение было как электрический разряд. «Мы не должны», — прошептала она, но не отняла руку. «Знаю», — ответил он. «Но есть моменты, когда сердце говорит громче разума, и игнорировать его значит предать самого себя». Их поцелуй был неизбежен, как приход весны после долгой зимы. В объятиях друг друга они нашли то, чего так долго не хватало — понимание, принятие, вдохновение. Их тайные встречи продолжались полгода. Лила начала новую серию картин, полных жизни и цвета. Амир писал стихи, вдохновленные ее работами. Они мечтали о совместном проекте, где их искусство сольется воедино. «Представь», — говорил Амир, держа Лилу за руку в их любимом кафе. «Твои картины и мои стихи рядом. История, рассказанная двумя голосами». «Это было бы прекрасно», — улыбнулась Лила. «Но...» — ее улыбка померкла. «Мы ведь знаем, что это невозможно. У нас есть семьи, обязательства. Иногда наибольшая верность — это верность своей душе, даже если это причиняет боль другим», — тихо сказал Амир. В момент, когда они покидали кафе, Лила внезапно замерла, заметив отца Нихала. Одновременно Амир застыл, увидев свою мать. Они стояли недалеко друг от друга на противоположной стороне улицы и, словно почувствовав что-то неладное, синхронно повернулись в сторону выходящей пары. Их взгляды, полные потрясения и горечи, встретились сначала между собой, а затем остановились на Лиле и Амире. «Амир!» — голос его матери дрожал. «Что происходит?» Скандал разразился мгновенно. Амир и Лила решили рассказать правду своим семьям. «Я любила тебя, Нихал», — сказала Лила мужу, когда они сидели в их пустой гостиной. Или думала, что любила. Но мы никогда не были по-настоящему счастливы вместе. «А с ним ты счастлива?» — холодно спросил Нихал. «С этим хромым художником-неудачником?» «Не говори так», — покачала головой Лила. «Дело не в нем. Дело в нас. Мы слишком разные, и я устала притворяться. Истинная трагедия в отношениях
Это не ссоры, а молчание, когда мы перестаем быть честными друг с другом», — добавила она тихо. Нихал горько рассмеялся. «Сначала ты изменяешь мне, а потом читаешь мне нотации о честности. Уходи, Лила, я подам на развод завтра же». В доме Амира разговор с Соной был не менее болезненным. «Как ты мог?» — кричала она, собирая вещи. «Перед Рави, перед моими родителями. Ты предал нас всех». «Наш брак умер задолго до этого, Сона», — устало ответил Амир. «Ты была так поглощена своей карьерой, что даже не заметила, как я тонул в отчаянии». «О, так теперь я виновата?» Она бросила платье в чемодан. «Я работала для нас, для нашего будущего». В погоне за будущим мы иногда теряем настоящее. А настоящее — это все, что у нас есть, — сказал Амир. «Оставь свою философию для своей любовницы», — отрезала Сона. «Я уезжаю. Рави останется с тобой, пока я не устроюсь на новом месте». Она ушла, хлопнув дверью, а Амир остался один в пустом доме, где плакал маленький Рави, не понимающий, почему мама ушла. Амир и Лила встретились в последний раз у фонтана, где все началось. Оба были раздавлены чувством вины и болью, которую причинили близким. «Я не могу так продолжать», — сказала Лила, ее голос дрожал. «Мы разрушили слишком много жизней». «Знаю», — кивнул Амир. «Любовь, построенная на руинах других отношений, несет в себе семена собственного разрушения». Они молчали, слушая звук воды в фонтане. «Нихал хочет вернуться к нашему браку», — солгала Лила. «Он готов простить меня, если я прекращу видеться с тобой». Амир посмотрел на нее долгим взглядом. «Сона тоже звонила», — солгал он в ответ. «Ради Рави мы должны попытаться». Они обнялись в последний раз, зная, что оба лгут, но не желая причинять друг другу больше боли. «Будь счастлива, Лила. И ты, Амир. Надеюсь, ты снова начнешь танцевать». Они разошлись в разные стороны, каждый со своей болью и своей ложью. 3 года спустя Лила работала в небольшой галерее, помогая молодым художникам. Ее собственные картины оставались незаконченными, а жизнь превратилась в монотонную рутину. Она жила одна в маленькой квартире, окруженная воспоминаниями и незавершенными полотнами. Однажды утром ее коллега принесла приглашение на необычную выставку. «Тебе стоит пойти», — сказала она. «Там будут стихи, выгравированные на дереве. Что-то новое в нашем городе». Лила хотела отказаться, но что-то заставило ее согласиться. В тот вечер, бродя среди деревянных табличек с выгравированными строками, она вдруг остановилась перед одной из них. «Фонтан все так же поет свою песню, а я все еще ищу цвета в серой жизни. Твои картины живут в моей памяти, как недосказанные истории о том, что могло бы быть». Сердце Лилы забилось быстрее. Она узнала стиль Амира, его мысли, его душу в этих строках. Найдя организатора выставки, она спросила об авторе. «О, это анонимный вклад», — ответил тот. «Автор не захотел раскрывать свое имя. Сказал только, что эти стихи — часть незавершенного диалога». Лила начала поиски Амира с новой решимостью. Она обзванивала школы искусств, галереи, знакомых художников, пока, наконец, не нашла его адрес. Он жил в небольшом доме на окраине города, где вместе с сыном разбил сад. Стоя перед его дверью, Лила чувствовала, как дрожат колени. Когда дверь открылась, и она увидела Амира, время словно остановилось. Он выглядел старше, в волосах появилась седина, но его глаза все еще хранили тот же свет. «Лила», — прошептал он, не веря своим глазам. «Как ты? Почему?» «Я видела твои стихи.
ответила она, борясь со слезами. И поняла, что мы оба солгали у фонтана. Нихал не вернулся ко мне. Я была одна все это время. Амир сделал шаг вперед и взял ее за руки, и Сона не вернулась. Она звонит иногда, чтобы поговорить с Рави, но мы закончили наш брак. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать, пока из дома не выбежал Рави. «Папа, кто это?» — спросил мальчик с любопытством, разглядывая Лилу. «Это...» Амир посмотрел на Лилу, ища ответ в ее глазах. «Это мой друг. Очень важный друг. Истинная любовь не та, что проходит испытание временем, а та, что становится самим временем. Постоянным, необходимым, неотъемлемым», — тихо произнесла Лила. Амир улыбнулся. Впервые за долгое время его улыбка была настоящей. «Зайдешь?» — спросил он, держа дверь открытой. «Да», — кивнула Лила. «Я бы хотела остаться». Они не торопились. Лила начала работать над новой серией картин, вдохновленная их воссоединением. Амир продолжал писать стихи, которые теперь публиковали в местных журналах. Вместе они создали проект, о котором мечтали, выставку, где ее картины сочетались с его стихами. Однажды вечером, когда Рави уже спал, они сидели в саду, наблюдая за звездами. «Знаешь», — сказал Амир, — «все эти годы я пытался понять, почему судьба свела нас у того фонтана». «И что ты понял?» — спросила Лила, положив голову ему на плечо. «Что иногда мы должны потерять себя, чтобы найти друг друга. И что любовь — это не идеальная картина, а постоянный процесс создания шедевра вместе». Лила улыбнулась и крепче сжала его руку. «Я думаю, нам пора вернуться к фонтану», — сказала она. «Не для прощания, а чтобы начать заново». На следующий день они пришли в парк, где все началось. Фонтан все так же играл водой на солнце, а вокруг кипела жизнь. Рави бегал, пытаясь поймать брызги, а Амир и Лила сидели рядом, держась за руки. «В жизни нет случайных встреч, есть только встречи, значение которых мы понимаем слишком поздно», — сказал Амир, глядя на играющего сына. «Или вовремя», — улыбнулась Лила, сжимая его руку. «Просто вовремя». История Амира и Лилы стала легендой в их городе, рассказом о том, как две души, пройдя через боль и разлуку, нашли друг друга вновь. Их совместная выставка «Танец и цвет» тронула сердца многих и стала символом их любви, несовершенной, выстраданной, но настоящей. У фонтана теперь стояла небольшая табличка с их стихами, напоминая всем проходящим, что в мире, где все меняется, некоторые встречи остаются в наших сердцах навсегда, как неподвижные звезды в путешествии души. Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал.